Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути. И кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. С 17 февраля Украина находится в эпицентре масштабного природного бедствия, вызванного столкновением арктического циклона и субтропических воздушных масс. Ситуация в стране приобрела серьезные последствия. Северные и западные регионы оказались парализованы рекордными снегопадами, в то время как центр и юг столкнулись с наводнениями из-за аномального потепления и проливных дождей. В Киеве и области интенсивный снежный шторм привел к транспортному коллапсу. Многокилометровые пробки сковали основные въезды в столицу, а на трассах Черниговской, Львовской и Ровенской областей движение местами было полностью остановлено из-за нулевой видимости и снежных заносов. В это же время Днепропетровская область пострадала от шквального ветра, который валил светофоры, массивные деревья и металлические конструкции, нанося серьезный ущерб городской инфраструктуре. Параллельно со снежным хаосом на севере, южной и центральной области Украины ушли под воду в результате стремительного таяния снежного покрова и непрекращающихся ливней. В Николаевской области наводнение затронуло десятки населенных пунктов. Паводковые воды затопили приусадебные участки, а в ряде сел зашли непосредственно в жилые дома, заставив жителей спасать имущество на верхних этажах. Аналогичная ситуация сложилась в Одесской области, где подтопленными оказались более сотни домов, и в Херсонской области, где ураганный ветер в сочетании с ливнями заблокировал ключевые региональные дороги поваленными стволами деревьев. В Кировоградской области спасатели в круглосуточном режиме ведут откачку воды в подвалах и хозяйственных постройках. В центральной Украине разлив рек привел к изоляции целых общин. В Черкасской области река Высь вышла из берегов, полностью скрыв под водой стратегически важный мост, что сделало проезд транспорта невозможным. Полтавская область столкнулась с масштабными подтоплениями частных домовладений и массовыми отключениями электроэнергии в десятках населенных пунктов из-за обрывов проводов. На востоке страны, в Харьковской области, особенно в Изюме, подтоплены сотни домов. В Сумской области уровень воды в жилых массивах местами достигает колен, что заставило власти официально ввести режим чрезвычайной ситуации. В Донецкой области, в частности в Краматорске, выход местных рек из берегов привел к затоплению частного сектора. Вода полностью затопила дворы и подвалы. В большинстве пострадавших регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Синоптики предупреждают, что пик паводка еще не пройден, почва предельно переувлажнена и не способна впитывать излишки влаги. Ситуация в индонезийской провинции Центральный Ачех приобрела угрожающий характер. Колоссальный оползень в районе Пондок-Балик, начавшийся в начале месяца, продолжает активно расширяться. Согласно последним данным местных властей, площадь обрушения уже превысила 30 тысяч квадратных метров, превратив некогда стабильный ландшафт в зону масштабного бедствия. Движение огромных масс грунта, спровоцированное аномально затяжными муссонными ливнями и нестабильностью вулканических почв, привело к разрушению лесных массивов и создало угрозу для целостности ключевых транспортных артерий и высоковольтных линий электропередач, питающих регион. Обрушение подошло к границам близлежащих деревень, заставив экстренные службы начать превентивную эвакуацию наиболее уязвимых домохозяйств. Почва в районе Пондок-Балика продолжает демонстрировать признаки глубокой дестабилизации. На поверхности земли за пределами основного провала фиксируются новые трещины шириной до полуметра. Геологическое агентство Индонезии предупреждает, что из-за крутого наклона склонов и рыхлости пирокластического материала оползень может в любой момент перейти в фазу стремительного схода, что приведет к полному блокированию межрегиональных дорог. Власти провинции уже ввели режим чрезвычайной ситуации в пострадавшем округе, направив тяжелую технику для попыток отвода водных потоков, которые продолжают подмывать основание движущегося пласта.
Центральная часть США столкнулась с катастрофическими природными пожарами, вызванными аномальной засухой и штормовым ветром. Эпицентром бедствия стал штат Оклахома, где одновременно возникло несколько неконтролируемых очагов возгорания. Наиболее масштабный пожар, получивший название Ranger Road Fire, вспыхнул в округе Бивер и в кратчайшие сроки охватил площадь около 58 600 гектаров, стремительно перекинувшись через административную границу на территорию соседнего штата Канзас. Критическая ситуация также сложилась в округах Техас и Вудвард. Там огненный фронт, подгоняемый порывами ветра скоростью до 105 км в час, начал угрожать населенным пунктам. В районе города Вудвард власти были вынуждены объявить экстренную эвакуацию нескольких тысяч жителей. По предварительным данным, стихия уже уничтожила ряд жилых зданий и многочисленные сельскохозяйственные постройки. Борьба с огнем проходит в экстремальных условиях. Сочетание ураганного ветра и низкой влажности воздуха делает локализацию пожаров практически невозможной традиционными методами. Губернатор Оклахомы Кевин Стит ввел режим чрезвычайной ситуации и распорядился привлечь все доступные ресурсы штата, включая авиацию и подразделения Национальной гвардии для защиты населения и инфраструктуры. Сообщается, что в ходе выполнения служебного долга как минимум 4 пожарных получили травмы. При этом один из инцидентов был связан с опрокидыванием пожарного автомобиля из-за ураганного ветра. Помимо Оклахомы и Канзаса, активные очаги возгорания зафиксированы в штате Колорадо, что свидетельствует об охвате огнем значительной части региона Великих Равнин. Сегодня пожарные расчеты продолжают удерживать рубежи обороны вокруг эвакуированных населенных пунктов. Основные усилия сосредоточены на защите критически важных объектов и восстановлении электроснабжения в зонах, где линии передач были повреждены огнем или поваленными деревьями. Метеорологи предупреждают, что опасные погодные условия сохранятся как минимум до конца недели, что поддерживает риск возникновения новых очагов. Болгария столкнулась с последствиями мощного средиземноморского циклона, принесшего экстремальные проливные дожди. Аномальное количество осадков спровоцировало резкий подъем уровня рек, масштабные оползни и локальные наводнения. В Смолянской области в селе Мугла всего за сутки выпало 82,5 мм осадков. В результате активизации оползневых процессов дорожная инфраструктура получила серьезные повреждения, а само село Мугла оказалось временно отрезанным от внешнего мира. Критический подъем воды зафиксирован также в руслах рек Черна и Арда. В районе Волческок обстановка остается напряженной в течение 2 суток. Шквалистый ветер, сопровождавший ливни, привел к массовому падению деревьев на линии электропередач, оставив без света 6 населенных пунктов в муниципалитетах Девин и Доспат. Серьезное ухудшение гидрологической обстановки затронуло и западные Родопы, в частности, общину Сырница, где река Доспат вышла из берегов. В селе Побит-Камык паводковые воды затопили первые этажи нескольких жилых домов, нанеся ущерб имуществу жителей. Юго-запад Болгарии также оказался в зоне поражения. В районе Петрича зафиксированы рекордные уровни осадков от 75 мм в городской черте до 86 мм в районе хижины Конгур, в результате чего произошло резкое повышение уровня воды в бассейне реки Струма. В восточных Родопах в Хасковской области власти инициировали превентивный сброс воды из водохранилища Тракиец на Харманлийской реке, чтобы минимизировать риски затопления территорий ниже по течению. Несмотря на масштабный материальный ущерб инфраструктуре, по официальным данным сообщений о погибших или необходимости массовой эвакуации населения не поступало. Муниципальные службы и подразделения пожарной охраны Болгарии ведут работы по расчистке дорог от оползневых масс и восстановлению энергоснабжения в горных селах. Метеорологи предупреждают о сохранении высокого риска новых движений грунта, в связи с чем жителям Родоп рекомендовано проявлять максимальную осторожность при передвижении по горным трассам до полной стабилизации погоды.
Северное побережье сицилийской провинции Мессина пострадало от сокрушительного шторма, принесшего ураганный ветер и гигантские волны. Разгул стихии парализовал жизнь в нескольких прибрежных коммунах, нанеся серьезный урон инфраструктуре и транспортному сообщению региона. В городе Капо-д'Орландо порывы ветра превышали 100 км в час. Мощный штормовой нагон привел к затоплению набережных и прилегающих улиц. Огромные валы Тиренского моря перехлестывали через берегозащитные сооружения, в результате чего проезжая часть оказалась погребена под слоем песка, камней и морского мусора, что заставило власти экстренно закрыть движение на наиболее опасных участках. Не менее драматичная ситуация сложилась в Виллафранко-Тирена. Сильный ветер сорвал массивные солнечные панели с крыши муниципального здания, превратив их в опасные летающие обломки. В целях безопасности пешеходов и автомобилистов доступ к прибрежной зоне города был полностью перекрыт. В коммуне Фондакелло-Вальдино шторм также вынес на дороге тонны песка и мусора, сделав проезд физически невозможным. Между тем, в Спадафоре на провинциальной дороге СП-55 под натиском стихии произошло обрушение подпорных стен и повреждение опор уличного освещения. На утро 19 февраля на северном побережье Сицилии продолжаются восстановительные работы. Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших не поступало. В швейцарском кантоне Вале сошла лавина, которая едва не привела к трагедии на железной дороге. В районе между населенными пунктами Тэш и Ранда сошел мощный снежный массив, траектория которого пролегала в непосредственной близости от пассажирского состава, следовавшего в сторону всемирно известного горнолыжного курорта Цермат. Огромная лавина прошла совсем рядом с поездом, не задев вагоны, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. Однако в целях безопасности железнодорожное сообщение на критическом участке между Тэш и Санкт-Никлаусом было немедленно приостановлено, а пассажиров перевели на автобусные маршруты. Параллельно с этим власти были вынуждены полностью перекрыть основную автомобильную дорогу, ведущую к Церматту, фактически отрезав курорт от внешнего мира из-за риска повторных сходов лавин. Ситуация в Альпах приобрела характер бедствия. Инцидент в Тэш стал вторым крупным происшествием за последние 24 часа. Днем ранее на линии между Гоппенштайном и Бригом другая лавина вызвала частичный сход поезда с рельсов, в результате чего 5 человек получили травмы различной степени тяжести. В связи с чередой инцидентов метеорологическая служба Метеосвис и Институт изучения снега и лавин подняли уровень лавинной опасности в ряде районов кантона Валле до максимальной отметки. Причиной частого схода лавин стали аномально обильные снегопады последних суток в сочетании с ураганным ветром, которые сформировали на крутых склонах огромные снежные массы. Обстановка в высокогорных долинах Швейцарии остается предельно напряженной, многие региональные дороги заблокированы, спасательные службы ведут круглосуточный мониторинг склонов. Власти не исключают проведение новых эвакуаций из наиболее уязвимых поселений и предупреждают о возможных длительных перебоях в работе общественного транспорта. Туристам и местным жителям категорически рекомендовано воздержаться от любых передвижений вне безопасных зон, так как текущая структура снежного покрова делает спонтанные исходы лавин практически непредсказуемыми. В чилийском регионе Кокимбо вспыхнул лесной пожар, создавший серьезную угрозу для природного ландшафта и населенных пунктов живописной долины Эльки. Огонь начал стремительно распространяться по лесным массивам и пастбищам на фоне экстремальных погодных условий. В этот день метеорологические службы зарегистрировали в регионе аномальную жару с температурами, достигавшими 37 градусов Цельсия. Столь высокие показатели в сочетании с низкой влажностью заставили власти объявить режим желтой тревоги из-за неконтролируемого продвижения огня.
Сухая растительность и специфический рельеф долины способствовали быстрому охвату новых территорий, что потребовало немедленной мобилизации противопожарных подразделений Национальной лесной корпорации и местных добровольческих бригад. Слаженные действия спасателей позволили к вечеру того же дня взять ситуацию под полный контроль. Пожарным удалось сдержать распространение пламени и не допустить его перехода на жилые постройки ближайших деревень. Официальных данных о пострадавших среди гражданского населения или сотрудников экстренных служб не поступало. Точные масштабы выгоревших площадей и нанесенный материальный ущерб экосистеме долины Эльки в данный момент устанавливается. Причины возникновения пожара в Чанар-Бланка остаются невыясненными. Правоохранительные органы и эксперты изучают место первичного возгорания. На западном побережье Тайваня в уезде Мяоли вспыхнул лесной пожар, поставивший под угрозу жилые массивы сразу 2 населенных пунктов. Возгорание началось в лесистой зоне города Хулунг на самой границе с поселком Сиху. Из-за установившейся в регионе засушливой погоды и обилия сухой растительности, пламя в считанные минуты охватило обширные площади на склонах холмов. Ситуация стремительно ухудшалась под воздействием крепкого берегового ветра, который гнал огненный фронт в сторону частных домовладений, создав серьезную угрозу для жизни сотен людей. Борьба со стихией превратилась в сложнейшую ночную операцию. Пожарные столкнулись с крайне сложным рельефом местности, отсутствием подъездных путей для тяжелой спецтехники и наступившей темнотой, исключившей возможность применения авиации. Основные силы спасателей были сосредоточены на создании защитных барьеров непосредственно вблизи жилых кварталов Хулунга и Сиху, чтобы не допустить перехода верхового пожара на строение. Гигантское зарево было видно за десятки километров. Густой удушливый дым окутал близлежащие территории, заставив часть жителей временно покинуть свои дома из-за риска отравления продуктами горения. Благодаря героическим усилиям расчетов, человеческих жертв удалось избежать, а жилой сектор остался нетронутым огнем. Тем не менее, ущерб лесному фонду и экосистеме предгорий Мяоли оценивается как значительный. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.